Наш рюкзачок уже покрашен. Мы отрисовали черный треугольник внутри. Откладываем его в сторону. Нам нужно нанести серийный номер на нагрудник. Для этого отрезаем скотч бумажный, разрезаем его на более тонкие полосы. И отмечаем с помощью скотча места, где будут наноситься надписи. Делим на две области. Нижняя область намного больше, чем верхняя, потому что снизу будет писаться название, а сверху серийный номер пингвина. Вот таким образом мы зафиксировали расстояние, где будут наноситься надписи. С помощью маркера я нанесла основные надписи. Теперь я снимаю бумажный скотч. И нам осталось нанести цифру 2. Она находится вот в этом углу между первой надписью и второй надписью. Вот так вот. Мы сделали надписи, и теперь просто второй раз обводим надписи маркером, для того, чтобы они были более четкими.
Вот смотрите, как будет выглядеть после того, как вы обведете второй раз маркером. Теперь нам нужно сделать лямки для нашего рюкзака и нагрудника. Для этого берем выкройку, и я буду использовать вот такой кожзам. Он у меня серебряного цвета, хорошо подходит по цвету к нагруднику и лямкам. Берем лямку, переводим ее на материал. Выкройка уже с припусками, вам нужно только перевести ее на материал и вырезать детали. Поскольку у меня кожзам, я буду склеивать две лямки между собой, для того, чтобы они были внутри и снаружи серебристые. Если вы используете фетр, вы тоже можете склеить между собой две детали, они так будут более плотными, а можете не склеивать, потому что фетр, что с лицевой стороны, что с изнаночной, имеют одинаковую поверхность. Перевели лямки, вырезали их. Если вы используете фетр, а не кожзам, то вы можете уже на этом этапе приклеивать лямки на поверхность. После того, как вырезали лямки, нам нужно вырезать еще две детали подложки для нагрудника и для рюкзачка. Для этого берем нагрудник, прикладываем к нему фетр или кожзам с внутренней стороны, так чтобы изнаночные стороны у них совпадали. И обводим деталь.
Обводим деталь близко к краю детали из пластика. Вот таким образом обводим, снимаем основную деталь и вырезаем подкладочную. Вырезаем по внутренней части разметки и отрезаем линию, которая была отмечена карандашом или ручкой. Мы получили вот такую деталь, края у нее чистые, а вся разметка осталась на обрезанном материале. Все прекрасно состыковывается и подходит друг к другу. Откладываем в сторону. И сделать нужно еще такую же деталь, только для рюкзачка, для внутренней части рюкзачка. Кладем внутреннюю часть рюкзачка и так же, как и с нагрудником, просто обводим по контуру деталь. Обвели деталь по контуру, отложили в сторону и вырезали подкладочную часть детали. Вырезать нужно по внутренней части контура, чтобы контур отрезался вместе с излишками материала. И в то же время контур не будет вытарчивать и портить внешний вид готового изделия. Вот таким образом. Убираем материал дополнительный в сторону. И если вы делали детали для рюкзачка из фетра, то вы можете уже на этом этапе соединять их. Берете нагрудник, приклеиваете с внутренней стороны нагрудника сначала лямки рюкзачка, одну и вторую, а потом эти лямки рюкзачка перекрываете подкладочной деталью нагрудника. У вас получится вот такой бутерброд. Внутренняя сторона будет закрыта, и внешняя сторона будет выглядеть аккуратно. Если вы просто вот так приклеите лямки, то будет вот такой внешний вид. Если вы закроете, то внешний вид будет гораздо чище и аккуратнее. И то же самое с рюкзаком. Приклеиваете лямки
И после того, как вы их приклеили, закрываете подкладочной частью рюкзака. И вы получаете вот такой вот внешний вид изделия. На выкройке лямок есть разметка, на уровне которой нужно приклеивать детали. Отмечаете эту разметку себе на выкройку. Ориентируясь по ней, просто приклеиваете детали. А для тех, кто делает детали из кожзама, мы будем наносить клей на детали лямки и склеивать их друг с другом. При работе с клеем не забывайте использовать какую-нибудь газетку. Хорошо покрываем клеем обе детали, чтобы вся была... Хорошо покрываем клеем обе детали, чтобы вся склеиваемая поверхность была промазана клеем. Активировали детали с помощью строительного фена, а теперь аккуратно складываем детали вместе. И хорошо их проминаем, чтобы клей схватился.
Работать надо быстро, пока детали горячие. Мы получили вот такие вот детали, они хорошо друг с другом склеились. Теперь нам нужно их выровнять. Для этого возвращаемся к нашей выкройке, определяем левую и правую сторону деталей. Одна будет слева, другая будет справа. Накладываем выкройку на деталь. И еще раз отмечаем. На детали выкройку, чтобы их сравнять. И по линии, которая у нас получилась, просто обрезаем обе детали сразу. Таким образом, у нас и внутренние, и внешние стороны получились одинаковыми. Вот так вот. Разметку на кожзаме можно стереть влажной тряпочкой. У нас готовы две детали, левая и правая. Размещаем их таким образом, как нам необходимо приклеивать детали.
Ставим отметки, на каком расстоянии приклеиваются лямки к нагруднику и рюкзачку. И приклеиваем лямки таким образом. Берем клей-момент. И наносим его непосредственно на основные детали. Не на лямки, а именно на детали. Нанесли, распределили. Нанесли, распределили. И накладываем детали с разметкой. Прижимаем одна деталь и накладываем вторую деталь. Следите за тем, чтобы наложенные детали были максимально параллельны друг другу. Теперь наносим клей на деталь подкладки. Распределяем. И приклеиваем подкладку, закрывая края лямок. Таким образом накладываем и прижимаем подкладку. В местах, где не проклеилась подкладка, добавляем клея.
Вот так вот будет выглядеть нагрудник с приклеенными к нему лямками. На этом моменте вы можете подкрасить места стыка подкладочной ткани и нагрудника краской, чтобы все было одинаково ровно закрашено. И пока нагрудник высыхает, подкрасим непрокрашенные места. Вот что у нас получилось. Все непрокрашенные места пластика цветного, которые вытарчивали наружу, мы прокрасили и сделали их цвета нагрудника. Нагрудник сам уже высох, и мы теперь можем приклеивать рюкзачок. Процесс приклеивания рюкзачка точно такой же, как процесс приклеивания нагрудника. Берем клей, смотрим, где у нас должен находиться рюкзачок, а он должен находиться приблизительно на этом уровне. Там, где начинаются объемные части у начала, параллельно им, вот здесь вот находятся лямки на рюкзачке. И проклеиваем клеем вот эти вот области, куда будут крепиться лямки. Наносим клей, распределяем его. И приклеиваем лямки. Приклеиваем так, чтобы разметка уходила за видимую поверхность. Одна лямка. И вторая лямка. Вот таким образом приклеили. Прижимаем хорошо лямки к рюкзачку. И ждем, пока клей не схватится. Клей схватился. Переворачиваем рюкзачок. И теперь нам нужно приклеить подкладочную ткань на внутреннюю сторону рюкзачка и закрыть места склеивания лямок. Для этого нам нужно проклеить подкладочную ткань по окружности, там, где у нас есть термопластик. К самой фольге клей плохо приклеится, поэтому мы проклеиваем по окружности
Нанесли клей по окружности. Распределяем клей, чтобы он был хорошо распределен по всей поверхности края. Распределили клей. Даем ему немножко просохнуть. Распределили клей и теперь накладываем подкладочную ткань на внутреннюю часть рюкзачка и прижимаем. Можно прижать его просто к столу. Клей схватился, и мы видим, что в этой стороне выходит немножко подкладочная ткань. И это не страшно. Мы берем ножницы и аккуратно подрезаем краешек, чтобы подкладочная ткань заходила вовнутрь и не выходила наружу. И теперь нам нужно точно так же, как с рюкзачком, с внутренней стороны закрасить все, что не того цвета, цветом нашего рюкзачка. Я беру краску и все, что выбивается по цвету, просто закрашиваю краской.
Клей на нашем рюкзачке высох. Вот так вот он у нас выглядит. И нам остается только одеть рюкзачок на нашего пингвина. Берем пингвина и одеваем рюкзачок. Поправляем все, расправляем. Вот. Пингвин готов. После того, как мы собрали пингвина, нам нужно вот эти вот швы, которые... после того, как мы собрали пингвина, нужно вытащить из швов мех, который там замялся. Для этого мы берем иголку и по шву процарапываем легонько иголкой, вынимая мех, который загнулся вовнутрь. И проходим так по всем швам. Вынимаем и расправляем мех, который загнулся вовнутрь при сшивании деталей.
Мы прошлись иголкой по всем швам и высвободили мех, который был зашит во время сборки. Теперь нам остается почистить нашего пингвина и одеть ему рюкзачок. Для того, чтобы почистить пингвина от мелкого ворса и пыли, мы будем использовать скотч. Берем скотч, отрываем небольшой кусок скотча и вот таким вот способом, наклеивая скотч, отрывая, собираем мелкий ворс и пыль. И теперь одеваем рюкзачок. Сначала пропускаем клюв через отверстие, а потом проталкиваем голову. И все расправляем. Наш пен-пен готов.